Урок 1. Приключения в автопутешествии. Привет, Анна. Вождение автомобиля кажется удобным вариантом для поездки на выходные. Я полностью согласен. Это всего в нескольких часах езды отсюда, верно? Куда ты думаешь пойти? Я имел в виду горы. Свежий воздух и пейзажи освежат. Что вы думаете? Это звучит фантастически. Я люблю горы. Поход туда — это всегда приключение. Есть ли у вас любимое место для пеших прогулок? Да, есть тропа, ведущая к красивому водопаду. Вид потрясающий. Вы когда-нибудь ходили к водопаду? У меня есть. Волшебно видеть, как вода падает вниз. Планируете ли вы взять с собой какое-нибудь снаряжение? Определенно. Я возьму с собой походные ботинки и фотоаппарат. Очень важно ловить моменты. А вы? Я тоже принесу корзину для пикника. Еда на свежем воздухе делает все вкуснее. Какие закуски для пикников вы предпочитаете? Я наслаждаюсь бутербродами и свежими фруктами. Их легко приготовить. У вас есть любимое блюдо для пикника? Я люблю хороший салат с макаронами. Это наполняет и освежает. Планируете поехать один или с друзьями? Я пойду с парой друзей. Делиться опытом всегда интереснее. А ты? Возможно, я тоже приглашу друзей. Как здорово исследовать вместе. Каков ваш идеальный плейлист для путешествия? Я люблю смесь классического рока и оптимистичной поп-музыки. Это сохраняет энергию на высоком уровне. Какая музыка вам нравится в поездках? Я предпочитаю инди-музыку. Это создает приятную, прохладную атмосферу. Вы когда-нибудь останавливались в интересных местах по пути? Да, в прошлый раз мы остановились в необычной придорожной закусочной. Еда была на удивление хорошей. Есть ли у вас памятная остановка во время вашего путешествия? Однажды я посетил винтажный магазин, в котором продавались удивительные сокровища. Это был приятный сюрприз. Какой предмет вы хотели бы найти в путешествии? Я бы хотел найти старую виниловую пластинку. В музыке прошлого есть что-то особенное. А ты? Я хотел бы открыть для себя уникальные произведения искусства. Они рассказывают такие красивые истории. Вы предпочитаете запланированные поездки или спонтанные приключения? Мне нравится сочетание того и другого. Некоторое планирование — это хорошо, но спонтанные остановки могут привести к лучшим воспоминаниям. Что вы думаете? Я согласен. Иногда неожиданные моменты остаются самыми запоминающимися. Вы в восторге от поездки. Абсолютно. Мне не терпится отправиться в путь и насладиться путешествием. Урок 2. Советы по разумной упаковке. Привет, Анна. Недавно я начала использовать упаковочные кубики, когда путешествую. Привет, Джон. Это отличная идея. Они действительно помогают держать все в порядке. Точно. Я использую их для разделения разных предметов одежды и поддержания порядка. Это так умно. Это позволяет легко найти то, что вам нужно, не роясь в чемодане. Верно. Кроме того, это позволяет максимально увеличить пространство в багаже, что очень полезно. Я тоже это заметил.
Есть ли у вас особый способ упаковки кубиков? Обычно я складываю все верхние части в один куб, а низы в другой. Это хорошая стратегия. Мне нравится упаковывать носки и нижнее белье в кубик меньшего размера. Отличная идея. Он сохраняет все в порядке и облегчает распаковку. Считаете ли вы, что упаковка кубиков стоит вложений? Абсолютно. Они изменили мой способ упаковки вещей в лучшую сторону. Мне нужно получить немного. Какие еще советы по упаковке у вас есть? Скатывание одежды вместо складывания поможет сэкономить место и уменьшить количество складок. Это хороший совет. Я также использую пакеты с застежкой молнии для туалетных принадлежностей, чтобы предотвратить утечку. Да, очень важно хранить туалетные принадлежности закрытыми. Вы пробовали упаковать дорожную сумку для белья? У меня есть. Идеально подходит для хранения грязной одежды отдельно от чистой. Давайте продолжим делиться этими советами по упаковке вещей. Они действительно делают путешествие намного проще. Урок 3. Важность исследования рынка. Привет. Анна, что ты думаешь об исследованиях рынка? Привет, Джон. Я думаю, что это очень важно для понимания потребностей и предпочтений клиентов. Абсолютно. Это помогает предприятиям адаптировать свою продукцию к потребностям рынка. Точно. Без исследования рынка компании могут упустить важные тенденции. Принимали ли вы когда-нибудь участие в каких-либо исследованиях рынка? Да, я принял участие в опросе по поводу нового снекового продукта. Это было интересно. Звучит весело. Какие вопросы они задавали? Они спросили о моих предпочтениях в еде, любимых вкусах и предпочтениях в упаковке. Для них это ценная обратная связь. Должно быть, было приятно внести свой вклад. Это действительно так. Я люблю делиться своим мнением, особенно когда оно может повлиять на продукты. Я тоже. Я думаю, что фокус-группа — еще один эффективный способ сбора информации. Определенно. Они позволяют проводить более глубокие дискуссии и раскрывать скрытые идеи. Как вы думаете, в чем заключаются проблемы проведения маркетинговых исследований? Я считаю, что достичь репрезентативной выборки может быть непросто. Не все участвуют. Хороший вопрос. Кроме того, точная интерпретация данных необходима для принятия обоснованных решений. Да, анализ данных может быть сложным, но он необходим для успеха. Давайте продолжим обсуждать эффективные стратегии проведения маркетинговых исследований. Урок 4. Техники приготовления. Привет, Анна. Какой твой любимый способ приготовления? Привет, Джон. Я обожаю готовить на гриле. Он придает еде приятный поджаренный вкус. Гриль — это фантастика. Он придает неповторимый вкус, особенно овощам и мясу. Я согласен. Вы когда-нибудь пробовали курить еду? Это отличный способ придать вкус. Да, копченая грудинка — одна из моих любимых. Нежность невероятная.
Это действительно так. Какое блюдо вы предпочитаете готовить на гриле? Я люблю готовить курицу-гриль с домашним маринадом. Это так сочно. Звучит вкусно. Я часто жарю кабачки и сладкий перец, чтобы они были вкуснее. Эти овощи идеальны на гриле. Они становятся красивыми и карамелизируются. Точно. Вы предпочитаете гриль на газу или угле? Я предпочитаю древесный уголь. Я считаю, что это придает еде более насыщенный вкус. Я понимаю вашу точку зрения. Древесный уголь действительно придает дымный вкус, который трудно превзойти. А как насчет выпечки? Тебе это тоже нравится? Да, выпечка — это наука, и я люблю готовить печенье и хлеб. Свежеиспеченный хлеб лучший. Вы когда-нибудь экспериментировали с разной мукой? У меня есть. Использование цельнозерновой или миндальной муки придает рецептам изюминку. Это отличная идея. Давайте продолжим делиться нашим кулинарным опытом и советами. Урок 5. Юмор в повествовании. Эй, Анна, ты когда-нибудь читала историю, которая действительно рассмешила тебя? Привет, Джон, да. Недавно я прочитал книгу, в которой есть несколько довольно забавных сцен. Звучит занимательно. Какая была одна из самых смешных сцен? В одной из таких сцен главный герой Том во время встречи случайно проливает кофе на своего босса. А, нет. Наверное, это было неловко и смешно одновременно. Точно. Реакция Тома была бесценной. Он пытался извиниться, пока все смеялись. Я могу себе представить. Юмор часто возникает из таких неожиданных ситуаций. Определенно. Это добавляет персонажам некоторую степень родственности. Читали ли вы в последнее время что-нибудь смешное? Да, я прочитал рассказ, в котором кошка думает, что она собака, и проказы, которые она причиняет, очень забавны. Это звучит восхитительно. Кошки могут быть такими причудливыми. В какую беду это ввязывается? Он пытается поймать мяч, как собака, но вместо этого его отвлекает бабочка. Это слишком мило. Я люблю истории, в которых юмор сочетается с повседневными ситуациями. Я тоже. Они напоминают нам не относиться к жизни слишком серьезно. Какие еще забавные книги вам нравятся? Мне нравится «Автостопом по галактике». Он полон остроумного юмора и умных наблюдений. Это классика. У Дугласа Адамса уникальный стиль. Давайте продолжим делиться нашими любимыми забавными историями. Урок 6. Летний отдых. Привет, Анна. Ты когда-нибудь бывала на острове Принца Эдуарда во время летних каникул? Привет, Джон. Нет, но я слышал, что здесь такая привлекательная обстановка. Это действительно так. Пляжи прекрасны, а пейзажи просто потрясающие. Я могу себе представить. Пышные зеленые пейзажи идеально подходят для активного отдыха. Точно.
Многие люди приезжают сюда ради пеших прогулок, езды на велосипеде и, конечно же, отдыха на пляже. Звучит как отличный способ провести лето. Есть ли популярные достопримечательности? Да, поклонникам книги обязательно стоит посетить знаменитый дом «Зеленые мезонины». Мне нравится эта история. Это так очаровательно. Что еще может понравиться посетителям? Вдоль побережья есть прекрасные маяки, и вы даже можете понаблюдать за китами. Наблюдение за китами звучит потрясающе. Мне всегда хотелось увидеть этих величественных существ поближе. Это фантастический опыт. Плюс свежие морепродукты там очень вкусные. Бьюсь об заклад. Я бы хотел попробовать местные блюда, любуясь видом на океан. Определенно. Летние фестивали также популярны, демонстрируя местную музыку и ремесла. Это звучит ярко. Я люблю погружаться в местную культуру во время путешествий. Я тоже. Давай запланируем поездку туда когда-нибудь. Исследование новых мест так обогащает. Урок 7. Олимпийские идеи. Привет, Анна. А ты знала, что опрос, проведенный во время летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, показал поразительную осведомленность о Действительно, различных видах это спорта? интересно. Какие виды спорта получили наибольшее признание? В опросе особое внимание уделялось таким видам спорта, как баскетбол и гимнастика. Как вы думаете, что сделало их такими популярными? Я думаю, это могут быть звездные спортсмены, такие как Майкл Джордан в баскетболе и потрясающие гимнасты. Есть ли у вас любимый олимпийский вид спорта? Мне очень нравится смотреть соревнования по легкой атлетике. Скорость и конкуренция захватывают дух. А ты? Я люблю плавать. Спортсмены делают это легко. Вы когда-нибудь участвовали в соревнованиях по плаванию? Нет, но я брал уроки в детстве. Это было так весело. Вы когда-нибудь участвовали в каких-либо соревнованиях? Да, однажды я участвовал в местных соревнованиях по плаванию. Я так нервничал. Вы нервничали, когда плавали? Немного, но я сосредоточился на том, чтобы насладиться этим опытом. Какое ваше любимое олимпийское воспоминание? Смотреть эстафету, на которой они побили мировой рекорд, было незабываемо. Вы помните этот момент? Абсолютно. Волнение было ощутимым. Именно такие моменты объединяют всех. Как вы думаете, что символизируют Олимпийские игры? Я считаю, что они олицетворяют единство и дух соперничества. Удивительно, как собираются вместе спортсмены из разных стран. Что вы думаете? Я согласен. Это как глобальный фестиваль спорта. Плюс это вдохновляет многих молодых спортсменов. Было ли у вас когда-нибудь вдохновение попробовать новый вид спорта? Да, после просмотра Олимпиады мне захотелось попробовать себя в гимнастике. Мне нравится грация и сила, которые здесь присутствуют. Какой вид спорта ты бы попробовал? Я бы хотела попробовать фехтование. Это выглядит очень динамично и стратегически. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы попробовать себя в таком уникальном виде спорта? Определенно. Приятно думать о выходе из зоны комфорта. Какой вид спорта вы считаете недооцененным?
Я считаю, что стрельба из лука недооценена. Это требует такой сосредоточенности и точности. Согласны? Или у вас на примете другой вид спорта? Я бы сказал керлинг. Это выглядит легко, но на удивление стратегически важно. Удивительно, сколько навыков здесь задействовано. Вы когда-нибудь смотрели это? Да, во время зимних Олимпийских игр. Поразительно, как они продумывают стратегию каждого хода. Какой вид спорта вы бы порекомендовали новичкам? Я бы порекомендовал бадминтон. Это весело, легко учиться, и в нее можно играть непринужденно. Занимаетесь ли вы какими-нибудь ракеточными видами спорта? Я играл в теннис. Это отличный способ оставаться активным. Может, нам стоит как-нибудь поиграть вместе? Урок 8. Идеальный отдых. Привет. Анна, какой тип жилья ты предпочитаешь во время путешествий? Привет, Джон. Мне очень нравится останавливаться в уютных гостиницах типа «Ночлег и завтрак». У них такой индивидуальный подход. А вы? Мне нравятся отели, особенно с прекрасными удобствами. Это похоже на мини-отпуск, даже когда я не исследую окрестности. Звучит красиво. Какие удобства вы ищете в отеле? Я всегда проверяю наличие хорошего бассейна и фитнес-центра. Приятно расслабиться после дня осмотра достопримечательностей. Вы предпочитаете бассейн или пляж? Определенно пляж. Нет ничего лучше, чем просыпаться под звуки океана. Вы когда-нибудь останавливались в отеле на берегу моря? Да, один раз. Было удивительно ступить прямо на песок. Какое ваше любимое пляжное место? Я люблю Мауи. Закаты захватывают дух. Вы были на Гавайях. Пока нет, но он в моем списке. Я слышал, что подводное плавание там невероятное. Вам нравятся подводные развлечения? Абсолютно. Подводное плавание — это очень весело. Я люблю наблюдать за разноцветными рыбками. Вы когда-нибудь пробовали подводное плавание? Пока нет, но очень бы хотелось. Кажется, что это целый новый мир под водой. Какой самый авантюрный поступок вы совершали во время путешествия? Однажды я катался на зиплайне по тропическому лесу. Виды были потрясающими. А вы? Я однажды попробовал полет на параплане. Напряженность полета была незабываемой. Вам нравятся приключенческие виды спорта? Да, но я также ценю расслабляющий отдых. Иногда просто чтение у бассейна. Это прекрасно. Как сочетать приключения с отдыхом? Обычно я планирую сочетание того и другого. Несколько дней исследований, а затем пара ленивых дней. Каков ваш идеальный маршрут путешествия? Мне нравится исследовать новый город на несколько дней, а затем отдохнуть на близлежащем пляже. Вы предпочитаете поездки по городу или отдых на природе? Я люблю обоих. Города полны жизни, но природа обеспечивает такой покой. Посещали ли вы какие-нибудь национальные парки? Да, я посетил Йеллоустон. Гейзеры и животный мир были невероятными. А вы? Прошлым летом я ездил в Йосемити. Виды на горы захватывали дух. Вам нравится ходить в походы? Определенно. Походы — отличный способ соединиться с природой.
Есть ли у вас любимый пешеходный маршрут? Я люблю тропы в скалистых горах. Пейзажи потрясающие. Какой маршрут вы бы порекомендовали новичкам? Урок 9. Отдых на безмятежном острове. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о безмятежном отдыхе на острове? Это звучит интригующе. Какое конкретное место вы имеете в виду? Я думал о Мальдивах. Кристально чистая вода и белые песчаные пляжи кажутся идеальными. Что вы думаете? Мальдивы прекрасны. Я видел фотографии этих бунгало над водой. Вы бы остались в одном. Абсолютно. Было бы здорово проснуться над водой. Какими видами деятельности вы хотели бы там заниматься? Я бы хотел заняться подводным плаванием и увидеть коралловые рифы. Вы когда-нибудь пробовали подводное плавание? Да, у меня есть. Это как плавать в аквариуме. Какую морскую жизнь вам хотелось бы увидеть больше всего? Я бы хотел увидеть морских черепах. Они такие изящные. А вы? Я был бы рад увидеть разноцветных рыб и, возможно, даже манту. Вам нравится фотографировать во время путешествий? Определенно. Я люблю ловить моменты. Какая фотография, сделанная в путешествии, вам запомнилась больше всего? У меня есть потрясающая фотография заката Санторини. Цвета захватывали дух. Какая фотография из путешествия вам нравится больше всего? У меня есть один водопад в Коста-Рике. Пышная зелень невероятна. Вы предпочитаете путешествовать по популярным направлениям или по неизведанным местам? Мне нравится и то, и другое. Популярные места интересны, но скрытые жемчужины предлагают уникальные впечатления. Обнаружили ли вы какие-нибудь скрытые драгоценные камни? Да, маленькая деревня в Италии, которой не было ни в одном путеводителе. Еда была восхитительной. Какой самый лучший обед вы ели во время путешествия? Я ел свежие морепродукты в прибрежном городке Испании. Это было так вкусно. Любите пробовать местную кухню? Абсолютно. Это одна из моих любимых частей путешествия. Какую самую необычную еду вы пробовали? Я попробовал улитку во Франции. Это было на удивление вкусно. Были ли у вас когда-нибудь приключения в еде? Да, я впервые попробовал суши в Японии. Это был восхитительный опыт. Какая ваша любимая кухня? Я люблю итальянскую еду. Паста и вкус бесподобны. У вас есть любимое блюдо? Не могу устоять перед хорошим ризотто. Это так сливочно и успокаивающе. Если бы вы могли отправиться куда угодно прямо сейчас, куда бы вы отправились? Я бы выбрал Бали из-за его культуры и красоты. А ты? Урок 10. Общие страсти. Привет, Анна. Приятно встретить человека, который разделяет ту же страсть к искусству. Абсолютно, Джон. Мне нравится, как искусство может выражать эмоции. Какая среда вам нравится больше всего? Я очень увлекаюсь живописью, особенно акварелью. То, как смешиваются цвета, завораживает. А вы? Я предпочитаю цифровое искусство. Удивительно,
как технологии могут создавать красивые произведения искусства. Вы когда-нибудь пробовали это? У меня нет. Но мне интересно, что вам кажется самым сложным в цифровом искусстве? Иногда трудно передать то же чувство, что и традиционные СМИ. Есть ли у вас любимый предмет для рисования? Я люблю пейзажи. Они такие яркие и полные жизни. Есть ли у вас любимая тема в вашем цифровом искусстве? Меня привлекают фэнтезийные темы. Создавать воображаемые миры. Это так весело. Что вдохновляет ваши картины? Природа меня очень вдохновляет. Я часто фотографирую во время походов, чтобы использовать их в качестве эталона. Вы черпаете вдохновение из своего окружения. Определенно. Я люблю посещать художественные галереи и выставки. Они порождают новые идеи. Какая лучшая выставка, которую вы посетили? Однажды я посетил выставку Ван Гога. Его использование цвета завораживает. Видели ли вы какие-нибудь запоминающиеся выставки? Да, я видел выставку современного искусства, посвященную социальным проблемам. Это заставило задуматься. Вы предпочитаете классическое или современное искусство? Я ценю и то, и другое, но склоняюсь к классическому искусству из-за его истории и техники. А ты? Мне нравится современное искусство за его креативность и смелость. Это часто бросает вызов традиционным нормам. Какое произведение искусства вас глубоко тронуло? Картина Мане меня очень поразила. Он прекрасно передает спокойствие. Есть ли какое-то конкретное произведение, которое вам откликается? Для меня это «Звездная ночь» Ван Гога. Эмоции в этой картине мощные. Создавали ли вы когда-нибудь произведение, которым особенно гордились? Да, я нарисовала закат, который получился лучше, чем я ожидал. Есть ли у вас любимое произведение, которое вы создали? Я создал цифровой ландшафт, который до сих пор люблю. Это заняло много времени, но оно того стоило. О каком проекте в искусстве вы мечтаете? Я бы хотел создать большую фреску в общественном месте. Было бы здорово поделиться искусством с сообществом. А вы? Урок 11. Планы путешествий. Привет, Анна. Я останусь на 3 ночи на морском курорте. Это звучит идеально. Сколько гостей будет жить у вас? Только я и друг. Мы рады расслабиться и исследовать. Есть ли у вас какие-нибудь советы по организации отличного пляжного путешествия? Определенно. Возьмите с собой побольше солнцезащитного крема и хорошую книгу. Планируете ли вы попробовать какие-нибудь водные развлечения? Да, мы думаем о кайкинге, возможно, о катании на байдарках. Вы когда-нибудь пробовали это? У меня есть. Каякинг очень спокойный, особенно в спокойных водах. Какое твое любимое пляжное развлечение? Обожаю пляжный волейбол. Это интересный способ познакомиться с людьми. Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта на пляже? Мне нравится гулять по пляжу. Находить ракушки и интересные камни всегда весело. А как насчет еды? Есть ли блюда, которые обязательно стоит попробовать? Не могу дождаться, чтобы попробовать свежие морепродукты. Это изюминка пляжного отдыха. Есть ли у вас любимая пляжная еда? Обожаю рыбные тако. Они такие вкусные.
Планируете ли вы посетить местные рестораны? Да, мы много слышали о соседней лачуге с морепродуктами. Есть ли у вас любимый местный ресторан из ваших путешествий? На Санторини я нашел небольшое итальянское заведение. Паста была невероятной. Какое гастрономическое направление вашей мечты? Я бы с удовольствием поехал в Токио поесть суши. Разнообразие там потрясающее. А вы? Мечтаю побывать в Италии за настоящей пиццей и мороженым. Вы когда-нибудь посещали кулинарные курсы во время путешествия? Пока нет, но мне бы хотелось научиться готовить макароны в Италии. Вы посещали кулинарные курсы. Да, однажды я посещал уроки тайской кулинарии. Было очень интересно узнавать новые вкусы. Какое блюдо вы хотели бы освоить? Я бы хотела освоить классическое ризотто. Кажется, он такой кремовый и вкусный. У вас есть фирменное блюдо. Я готовлю отличное карри. Он полон специй и вкуса. Вам нравится готовить дома? Я делаю. Это полезно и полезно. Что вы предпочитаете есть, когда у вас мало времени? Обычно я готовлю жаркое. Это быстро и легко. А ты? Я часто делаю омлет. Это универсально и приятно. Урок 12. Переопределение путей. Эй, Анна, ты когда-нибудь чувствовала, что твои цели пересматриваются? Абсолютно, Джон. Иногда кажется, что жизнь толкает тебя в неожиданном направлении. Вы испытали это. Да, я задавался вопросом, не отклоняются ли мои первоначальные планы. Это немного тревожит. Я могу это понять. Трудно отказаться от того, что мы себе представляли. Вы рассматриваете новые возможности. Я... Я изучал разные карьерные пути. Это захватывающе, но и страшно. А вы? Я подумывал о реализации страстного проекта. Это похоже на риск, но это может быть полезно. Это звучит интригующе. А чем ваш проект? Я хочу начать блог об устойчивом образе жизни. Есть так много всего, чем можно поделиться. Вы уже подумали, над чем хотите сосредоточиться? Мне интересно писать о личностном росте. Это может помочь другим, кто чувствует себя потерянным, как я. Это отличная идея. Обмен опытом может оказаться очень полезным. Думаете ли вы, что вас собьют с вашего нынешнего пути? Это возможно, но, возможно, это не так уж и плохо. Изменения могут привести к новым начинаниям. Что вы думаете? Я согласен. Иногда нам просто нужно принять перемены, а не бояться их. Поставили ли вы какие-нибудь новые цели? Да, я хочу освоить новые навыки, например, программирование. Это придает сил. Какие навыки вы хотите развить? Я бы хотел улучшить свои навыки фотографии. Запечатленные моменты могут рассказать впечатляющие истории. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.